Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на самую трэшовую куклу в моей коллекции. И это беременная кукла Барби с сигареткой. Но Барби ли это? Эту шедевральную куклу можно часто встретить в подборках «Самые скандальные куклы Барби». Однако это не Барби. Компания Mattel никогда бы не выпустила подобную куклу, потому что основная целевая аудитория бренда Барби — это дети. А на коробке этой странной куклы возрастное ограничение 18+. И сразу небольшой дисклеймер, хотя я и так думаю, что вы все понимаете, однако курение вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя тоже вредно для здоровья, особенно в беременном положении. Но эта кукла не пропаганда нездорового образа жизни. Это кукла-прикол, кукла-пародия, карикатура, прикольный подарок для друзей и классный экземпляр в мою коллекцию странных кукол. А еще это, очевидно, троллинг куклы Барби. Это ее так называемая альтернативная реальность, или, как часто пишут в мемах с этой куклой, Барби уже не та, или Барби в реальной жизни. Кто же создатель этой куклы? Компания называется Arsenic and Apple Pie, что переводится как «мышьяк и яблочный пирог». История этих кукол началась в 1996 году. Насколько я поняла, первых кукол трейлер трэш они создавали на основе настоящих кукол Барби. Эта информация быстро просочилась в средства массовой информации, и им прилетело от компании Mattel. Название компании они не называют, но мне кажется, здесь все очевидно. Поэтому позднее, уже в 1999 году, они запустили собственное производство. И на свет появились забавные куклы Дрэг-королевы в двух вариантах и первая трейлер-трэш-долл. Разудалая девчонка с ярким макияжем, с сигареткой и живущая где-нибудь в трейлере в Техасе. Трейлер — это такой дом на колесах, они распространены в Америке, и там есть целые районы из подобных трейлеров, и принято считать, что там живут небогатые люди. Довольно хорошо такой район показали в сериале «Половое воспитание» и Мэйв как жительницу этого района. Само понятие трейлер-трэш дословно переводится как «мусор из трейлера». И это уничижительное сленговое выражение в английском языке для обозначения людей, которые живут в доме на колесах. Его можно перевести как «нищеброды» или «отбросы». Это такой стереотипный образ. Обычно девушки в этом образе выглядят очень дерзко. У них яркий макияж, сигаретка в зубах, пивная банка в руке. И, кстати, невеста Чаки Тиффани — это типичная девушка из трейлера. Но, как и в случае с любыми стереотипами, это лишь отчасти правда, и, безусловно, не все люди, живущие в трейлерах, это дерзкие выпивохи. Та же Мэйв из сериала «Половое воспитание», хоть и выглядит дерзко и живет в трейлере, она при этом очень добрая и умная девушка. Ну а куклы этой компании — олицетворение этого стереотипа во всей красе. И эта тема, судя по всему, близка американцам, потому что кукла пользовалась большой популярностью, видимо, ее приобретали для забавных подарков, и в итоге в 2003 году ее перевыпустили. Вместо свинки в комплекте с этой куклой уже пак с пивком, и в 2004 году выпустили беременную курящую куклу, и называется она Trash Talking Турлин. Турлин — это ее имя, а Talking обозначает то, что она может произносить несколько фраз. Причем у этой куклы было 2 релиза, у меня первый. Как видите, наличие беременного животика не изменило ее привычки, она с сигареткой в зубах. И это не что иное, как олицетворение стереотипной мамочки из трейлера. И этот образ американцы даже используют для костюмированных вечеринок и Хэллоуина. Мамочка в бигудях курит и выпивает, несмотря на беременность. Кстати, в 2005 году в ассортименте этого чудесного бренда также были выпущены открывашки для пива с голосом Турлин и ее ребенка Буббы. Ну и это еще не все. Как обойтись без альтернативного Кена? Его выпустили в 2006 году, и это такой мужичок из трейлера с щетиной, с выбитым зубом и, конечно, с сигареткой. На его коробке написано: «Выпито уже 15 банок пива, а ты все еще некрасивая». Изначальная стоимость всех этих кукол $20-30. Они продавались в различных розничных магазинах, в том числе в Urban Outfitters. Ну а сейчас их можно найти на eBay по разной цене. Первая кукла трейлер трэш в рубашке и шортах самая популярная, она все еще продается. Ну а беременная кукла самая редкая. И то, что она мне попалась, это настоящая удача, да еще и по хорошей цене $80. Коробочка, в которой находится кукла, уже скорее всего была вскрыта, то есть на ней много скотча. Видимо, продавец заклеил ее, прежде чем мне отправить. Сама кукла в коробке тоже в открепленном состоянии, но это ничего страшного, потому что в любом случае ее образ сохранен, и в комплекте есть малыш. Коробка голубого цвета, и на ней изображена дешевая американская еда. Это хот-доги, мясные консервы и баночки пива. Вверху название куклы и речевое облако. Налейте мне двойную порцию, потому что я пью за двоих. Да-да, в этой кукле очень много жесткого юмора. Обратите внимание на
выступы на прозрачном пластике, и можно понять, где побывал кукольный пупок. Внизу название куклы, изображен тот самый трейлер, в котором она живет, и логотип компании, напоминающий по цветам американский флаг, и на нем фотография первой куклы трейлер Трэш. Внизу написано «Содержит маленькие детали и экстремальный сарказм». Не рекомендовано детям младше 18 лет. Вверху коробочка выглядит таким образом. Написано, что это коллекционная кукла. С обратной стороны название, изображение трейлера и много текста. Отсюда мы узнаем, что наша героиня была замужем уже 3 раза. И также видим всяческие трэшовые вопросы. Вы когда-нибудь зажигали спичку, и после этого ваш дом на колесах взрывался? Вы когда-нибудь разрешали своей 12-летней дочери курить за обеденным столом напротив ее детей? И если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то эта кукла для вас. Вообще, этот текст полон различных идиом и разговорных выражений, поэтому переводить его достаточно сложно. К примеру, выражение, которое дословно переводится как «она не выпала из грузовика с репой», на самом деле означает «она вам не какая-то наивная деревенщина». Турлин – это девушка тонкой душевной организации, патриотичная американка, пример работающей матери. Она работает на нескольких работах, в том числе официанткой, а после тяжелого трудового дня возвращается к своим 7 детям. Вот уж у кого точно 7 по лавкам. И 8 в животике. Недавно она выиграла звание «Мама года», между прочим, от ассоциации трейлерного района «Розовый фламинго». А еще у нее целых 6 наград «Маленькая мисс Обжора» с местной ярмарки. Нажми на ее живот, чтобы услышать ее остроумные фразочки. Но осторожно, она любит говорить всякий трэш. Сейчас, нажимая на ее пупочек, я никакие фразы не слышу. И на коробке не указано, какие нужны батарейки. Но я надеюсь, я смогу их подобрать, и мы с вами услышим ее трэшовые фразочки. Далее указано, что кукла сделана в Китае, указан юридический адрес компании, их сайт, который на данный момент уже не работает, и указано, какие куклы есть в ассортименте. Мужичка здесь еще нет, потому что он был выпущен позднее. И давайте доставать самую необычную куклу в моей коллекции. Во мне так радуется коллекционер странностей, что она теперь у меня есть и будет стоять на моей полке и шокировать всех моих гостей. Я думаю, она будет чуть ли не любимицей среди всех моих странных кукол. Она пьяненькая, с сигаретой, беременная, да еще и с ребенком на руках. Кстати говоря, ребенок обратно в живот не помещается, как это было в куклах из моего детства. Так что это получается еще один ребенок, помимо того, что у нее в животике. Ребенок, кстати говоря, познал эту жизнь. Как будто голова взрослого мужчины на младенческом теле. Хотя в такой семейке, как он родился, год за 2. Он уже точно видел многое. Ребенок выполнен из твердого материала, он не шарнирный. Таким образом выглядит попка. И стоит отдать должное, детали на лице и на голове прорисованы довольно аккуратно. У него желтоватые волосы, такого же цвета брови, голубые глазки и розовым цветом окрашены губы. И таким образом выглядят ушки и пяточки. У куклы меня смутило то, что она без обуви. Я уж было подумала, что продавец забыл положить обувь, погуглила, и оказывается, эти куклы действительно продавались без обуви. Но, видимо, девушки из трейлеров гуляют около своих домов босиком. Скорее всего, она просто накинула куртку и вышла покурить. На голове у нее настоящий шедевр. Кукла в бигудях. Это очень необычно, это классно сделано. Бигуди держатся и не падают. И смотрится эта так называемая прическа очень здорово и атмосферно. Бигуди разных цветов, голубые, желтые и розовые. На голове они расположены рядами. Все довольно ровно, только на затылке слева одна бигудюшка чуть ниже, чем остальные. Цвет волос пепельно-русый. Разбирать эту прическу я, конечно же, не буду, хотя было бы интересно посмотреть и на бигуди отдельно от волос, и на то, как эти кудряшки завелись спустя такое количество времени. Также у куклы есть мягкая челочка. На затылке указан год 1998 и название компании. То есть, получается, для этой куклы использовали молд первой выпущенной куклы трейлер Трэш. У нее миниатюрные ушки и лицо, безусловно, похожее на лицо куклы Барби. В особенности на молд кукол Барби Generation Girl. Барби уже не та. Ожидание – реальность. В Инстаграме – в жизни. Можно подобрать множество эпитетов, и выглядит это, конечно, впечатляюще. Кстати, в комментариях вы можете предложить свои забавные версии. У нее темные выразительные брови дугой, макияж очень яркий, на подвижном веке синие тени, далее голубые тени. Имеются черные реснички вверху и внизу, радужка синего цвета, зрачки расширены и
глазки она закатила вверх. Вероятнее всего, это признак опьянения, как и румяные щечки. А еще у нее есть веснушки. У куклы аккуратный, милый носик, красные губки, белые зубы, но в отличие от улыбки идеальной Барби, один зубик ей кто-то выбил. Либо она сама упала. Все-таки тяжело уследить за 7 детьми. Сигаретку в зубах примяла в коробке, но ее можно вернуть на место. Курточка, которую набросила кукла, выполнена из коричневого кожзама. Она очень плотная, воротник поднят, и с передней стороны настоящая молния, только она не застегивается и нет бегунка. Все сшито очень качественно, хорошо. На самом деле по качеству к этой кукле никаких претензий. Мало того, что решили сделать прикольную куклу, но сделали ее еще и хорошо. Куртка пришита к штанам в 2 местах, и знаете, я отстригать не буду, потому что и так могу ее раздеть. На кукле лиф, выполнен он из хлопковой ткани с супер милым принтом, с цветочками, что очень классно контрастирует с ее образом. С обратной стороны лиф на липучке. И сюда в спинку я вставлю батарейку для того, чтобы кукла начала разговаривать. И штанишки куклы — это, пожалуй, имитация удобных домашних штанов. Они прямого кроя, выполнены из довольно плотной, приятной на ощупь, стрейчевой, мягкой ткани. На них нет липучки, вверху штанишки на резинке и легко снимаются с куклы. Внутри оказались старые батарейки, я заменила их на новые. И сейчас мы с вами проверим, будет ли Турлин разговаривать. Кстати, динамик у нее располагается в сисечках. Это выглядит очень забавно. Грудь у нее довольно большая, есть рельефы сосков. Ну а пупочек — это не что иное, как кнопка, при нажатии на которую кукла произносит фразочки. Ну что, торжественный момент. Она молчит. Нет, только не это, пожалуйста, Турлин, скажи что-нибудь. Я еще раз открыла батарейки и поправила их, потому что там отходил контакт. Надеюсь, это поможет, и она все-таки заговорит. Получилось! Вы слышали, как она громко разговаривает низким голосом? Она только что сказала: «Осторожно, там смерч». Настоящая гроза района. Давайте послушаем, что же еще она нам скажет. Это фраза с коробки. Я ее сразу узнала. Налей мне двойную порцию, я пью за 2. Это текст песни знаменитого техасского певца. Малыш Буба отстань от своей сестры. Это она пытается управиться со своими детьми. Вот это, пожалуй, мое любимое. И самое трэшовое в этой кукле. Она еще и смеется после того, как рыгнула. Исчадие ада. Но такое прекрасное. Итого в этой кукле 6 звуков, которые можно переключать по порядку. Пока кукла не закончила произносить один звук, нельзя переключить на другой. Звуки с отрыжкой и смехом завершающие. Этакая вишенка на тортике. И напоследок давайте посмотрим на тело этой куклы. Оно довольно загорелое, в том числе лицо. Голова куклы, можно сказать, неподвижна. Ее можно чуть-чуть повернуть и со скрипом. Туловище выполнено из пластика, животик довольно большой и несъемный. И таким образом выглядит попка, совсем не объемно. На затылке на голове куклы есть темные пятна. К счастью, их нет с передней стороны и на лице. Также темные пятна есть вверху на руках. И здесь, скорее всего, резина окрасилась от куртки. Ноги и руки куклы прорезинены. Руки куклы можно поднять вверх, опустить вниз и развести в стороны. Шарниров в локтях нет. Ножки более резиновые, чем ручки, похожи на ножки кукол Барби 90-х. И, как и ножки Барби 90-х, они сгибаются на 2 щелчка, а также сгибаются вперед на 1 щелчок. Ноги не разводятся в стороны, их можно немного поднять вверх и отвести назад. Ступни тоже очень похожи на ступни кукол Барби 90-х. Как говорится, списали домашку, но не точь-в-точь. Если их поставить рядышком, то видно, что кукла Трейлер Трэш пониже, у нее короче ноги, ножки немного другой формы, кисти рук меньше по размеру. Обратите внимание, что у куколки Трейлер Трэш рельефные складочки на ручках и рельефные ноготочки. То есть она совершенно не выглядит как подделка рядом с куклой Барби. И хоть на Барби она очень похожа, в деталях есть отличия. И, возможно, именно поэтому компания Mattel не могла предъявить претензии этому бренду, хоть он в какой-то степени и порочит их репутацию. Точнее, репутацию идеальной куклы Барби.
И на этом все. Я просто в восторге от этой куклы, от того, как она разговаривает, как это громко, ясно и четко сделали. И мне очень нравится ее необычный облик. Она прекрасный экземпляр в мою коллекцию странностей и при этом выполнена очень качественно. Пишите в комментариях ваше мнение о кукле. Я надеюсь, она вас рассмешила и подняла настроение так же, как и мне. И ставьте лайк, если вам было интересно. Чаще улыбайтесь, любите котиков, и пусть в вашей жизни будет больше шуток и юмора. И всем пока-пока!